Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Прямо сейчас со мной на связи известный исполнитель, да, очень такого народного творчества о политике, о власти Юрий Лисовский. Юрий, приветствую тебя. Привет, Саша. Достаточно такое время, очень напряженное. Много политических заявлений, новостей, передергиваний. Зеленский затеял неимоверное шоу «Путин, приезжай». Весь мир подключился, все говорят: «Путин, приезжай». Президент Бразилии говорит: «Я залечу к тебе из Китая по пути, только приезжай». В общем, начинается вот эта вот вся свистопляска, но мы становимся заложниками, по-моему, вот этой всей истории и, по-моему, теряем самое главное. А самое главное – это отношение, да, вот, государства к своим людям. Неимоверный, конечно, пресс идет и продолжается этот пресс, в том числе и то, что касается твоего творчества. Вот буквально на днях в очередной раз, сначала один, второй раз сносят соцсети, там разные инстаграмы, тиктоки уже все привыкли, что все по 1000 тиктоков меняют. Но ведь это же не признак того, что власть действительно хочет мира. Какие мысли по этому поводу? Ну, вот вчера или, подождите, позавчера, да, мне снесли еще 2 моих инстаграм-аккаунта, хотя это было очень сложно сделать, как мне уверяли, но получается, что можно. И я думаю, что власть таким образом, один из вариантов, зачищает информационное поле и, возможно, тех людей, которые будут влиять в будущем на выборы. Это возможно, потому что так или иначе, когда, ну, у меня уже инстаграм-охваты выросли плюс-минус 100 тысяч. Каждый ролик он набирал 100-150 тысяч, и мне его хлопнули. Вот он, 2 новых опять начало лететь, и опять хлопнули. Таким образом, это борьба с, не знаю, с альтернативной точкой зрения, неподконтрольной. Но, опять-таки, существуют другие оппозиционные блогеры. Я ни в коем случае им не желаю зла. Я просто не понимаю, почему и куда более есть радикальные высказывания. У меня это более мягкая позиция, ну, потому что это через творчество, через песни. Хотя у меня есть видео, в которых я высказываю свою точку зрения, но это, можно сказать, в культурной форме. Но есть блогеры, которые известны, которые высказываются более радикально, публикуют кадры ТЦК, как там избивают, то есть есть вот прям чернуха, не блокируют. Вот почему-то власть это, я не знаю, ну, я сомневаюсь, что это российская власть, да, меня блокирует. Просто зачем? Поэтому, скорее всего, это ЦПД, на сайте которого я имею честь быть размещенным. Уголовные дела, преследования, есть же какие-то причины законные, да, за что сносить аккаунты, которые уже, собственно, абсолютно новые, я так понимаю, совершенно не относятся к тем предыдущим, которые уже блокированы. Есть ли какая-то обратная связь? Связь ли с уголовными делами, Нет, я либо имею в имеется в виду виду... с ресурсами, с теми площадками. Абсолютно, Саш. Начиная с апреля месяца, когда мне заблокировали мой первый YouTube-канал, после чего мне еще 4 заблокировали, я до сих пор не знаю, за что. Я уже писал там через специалистов, через поддержку. Мне просто не говорят. За нарушение частое. Нарушение правил сообщества. Я говорю, так укажите, какие конкретно, я хочу знать. Я не хочу их больше нарушать. Но я до сих пор не знаю. То же самое касается тиктоков, но, как ты правильно сказал, это уже баян, когда просто сносят тикток. Вот, и также никакого ответа со стороны Инстаграма не последовало, несмотря на то, что я писал форму, обращался на сайт, ну, апелляцию подавал, это тоже не работает. Никаких ответов. И это, с одной стороны, демотивирует, но с другой стороны, включает агрессию и повышает градус, наверное, в будущих песнях. Потому что после каждого снесения ТикТока у меня выходила какая-то новая вирусная песня сама по себе, которая так или иначе возобновляла подписчиков и активность на той или иной платформе. Инстаграм и ТикТок. Ютуб я уже вот только вот неделю назад я завел новый Ютуб. Надеюсь, что после нашего эфира его не снесут. Ссылочку оставишь в описании, хорошо? Если мы
Попытаемся понять и проанализировать дальнейшие шаги. Вот ты четко сказал, как вот от зубов отскакивает, что это будущие выборы. Но выборами-то и не пахнет. Мы, говорит Зеленский буквально вчера, должны вот на встрече с Путиным договориться только о начале прекращения войны. Ну, как бы, видимо, песня еще долго. И наоборот, все идет к затягиванию. Так о каких выборах тогда идет речь? Ну, то, что на поверхности, это одно, а то, что происходит за закрытыми дверьми, это другое. Все-таки течение м, процессов, которые происходят, все-таки говорят о том, что выборы с большой вероятностью, что все-таки будут. Так как, ну, все-таки Трамп находится в заложниках собственных обещаний, вот, им тоже выгодно нормализовать отношения с Россией. То есть, как в любом случае, мне кажется, Зеленского будут прогибать. Но вот эти, конечно, заявления, с которых просто, я не знаю, я могу их коротко прокомментировать, потому что человек сам себе запрещает публично на законодательном уровне переговоры с первым лицом, ну, которым на тот момент являлся Путин, и потом его переизбрали, и он опять является президентом России, и в то же время он кричит о том, что давай, выходи, ну, по типу как стадион, так стадион, да. Только Порошенко, а не Путин. Не в том плане, что я там сравниваю, просто существуют международные форматы, да, когда сначала встречаются делегации там, или переговорные группы, и только потом, когда они уже подготавливают документы, уже лидеры государств, там, может быть, решают какие-то вопросы, но это формальные. Ну, насколько мне известно, я могу ошибаться. Поэтому то, что делает Зеленский, это очередное шоу, которое направлено на то, чтобы Путин, конечно же, не приедет. И чтобы дискредитировать, сказать, смотрите, он не приедет, значит, Путин не хочет мира, чтобы сбросить с себя ответственность перед внутренней и внешней аудиторией. Но все-таки, опять-таки, возвращаясь к вопросу, все-таки я верю в то, что выборы возможны, так как Зеленский все-таки, ну, вряд ли устраивает уже крупных геополитических игроков, таких как США, Россия, возможно, и Китай. Очень интересный момент. Сегодня вот как раз-таки под этот весь шум публикует КМИС опросы, где 74% украинцев полностью доверяют Владимиру Зеленскому. Сколько, повтори, пожалуйста? 74. Что скажешь по поводу этой цифры? Все-таки вот буквально за 5 минут до нашего эфира мне написало несколько моих знакомых, что ты не понимаешь, ведь Путин изначально сказал прямые переговоры. Прямые. Вот пока люди не понимают, что значит прямые переговоры, а ведутся на вот эти вот пафосные речи, вот эти похеру, вот эти вот популистские высказывания, ну это шоу, да, пока люди наши ведутся на шоу, вполне вероятно, что рейтинг у Зеленского будет высоким, не таким, как вот КМИС, да, назвала, но будет высоким. Ведь они не понимают, что прямые переговоры – это не прямые переговоры двух лидеров. Это значит переговоры двух стран без посредников. Ну, вот, я не верю в эти цифры, Саша, я не верю в эти цифры. Я думаю, что поддержка у Зеленского есть, особенно после выходки в овальном кабинете, но ну, не больше 50%, и это даже очень завышено. То есть ориентировочно, я думаю, по своим ощущениям, по контакту с украинской аудиторией, которая у меня в ТикТоке, в социальных сетях, которые были примерно 80%, ну, максимум, наверное, 20%. Ну, это так, опять-таки, пальцем в небо, это то, что я ощущаю. Если при таких раскладах речь идет о выборах, то это означает, что Зеленский проиграет. Ну, вопрос, насколько они будут честны. Ведь важно не тот, кто голосует, а тот, кто считает. Потом. Вопрос, насколько будет, какой будет доступ у США, какой будет доступ у международных наблюдателей. Вот, поэтому если будет голосование проходить в ДИИ, то, конечно, у Зеленского будет 96%. Может, даже 100%. Но если по-честному, то я сомневаюсь. И если это голосование еще будет проходить за границей, тоже технически непонятно, как это все сделать, потому что большое количество украинцев. То есть вот это вопросы. Это вопросы, на которых у меня нет ответов. Как будут проходить эти выборы и как будут гарантировать честность выборов в Украине. Если
попробовать понять, что с украинцами происходит сейчас, в этот момент. Момент критический, да, то есть Зеленский, понятно, ищет опору. Данные КМИС, какие-то его вот эти полуистерические выступления о том, что то, что я запрещал переговоры с Путиным, это русский нарратив, когда он выходит и говорит о том, что я себе не могу ничего запретить и себе ничего не запрещаю. Это вот вообще в принципе характеризует его как политического лидера и, конечно же, естественно, да, дает нам основания полагать, что это все разыгранный спектакль, в котором очень хотят, чтобы поучаствовал Путин хоть как-то. Да? Пока по состоянию на момент нашего с тобой разговора мы не знаем. Многие блогеры, многие аналитики оставляют определенный люфт, мол, да, вдруг приедет, и поэтому они так не говорят, что никто никуда не приедет. Но пока мы знаем, что будет Лавров, Ушаков, делегация в Стамбул отправляется. Есть данные, что министр иностранных дел Украины в Стамбуле. Сам Зеленский летит в Анкару, но если что, вдруг они прям с Эрдоганом прилетят на самолете. Интересный, конечно, такой пасьянс, который указывает на то, что действительно это большой спектакль. Однако, при условной поддержке в 20% накрутить ее там до 90, до 70, до 60, до 51 достаточно сложно. Украинцы уже забыли, что люди, которые там чуть-чуть рот открывали о том, что надо заканчивать, только через прямые переговоры добиваться какого-то результата и устойчивого мира, потому что самая главная гарантия безопасности это от Российской Федерации, они уже забыли, что многие из этих людей, которые только заикались, сидят в СИЗО, как разные народные депутаты и разные там блогеры, в том числе лидеры общественных мнений. Почему память, как у рыбка Гуппи? Это, наверное, самый болючий вопрос, потому что я понимаю, правильно понял твой вопрос? Потому что раньше говорили, что украинцы чуть что и сразу Майдан, да, которые сразу волелюбні и все таке. А сейчас, грубо говоря, засунули язык. Меня это болит, потому что еще в 2013-2014 году, можем поднять эту тему, я выступал против Майдана публично. Я был против, за что был назван титушкой. Вот, титушкой, организатором титушек. Я стал гоним, на меня объявили сафари. Вот это вот демократический Майдан, который за свободу там и все остальное. И, как бы и у меня вот болит за то, что, ребята, а где вы? То есть те люди, которые выступали за законность, за то, чтобы у нас не менялась по беспределу власть, вот, эти люди поддаются гонению, но сегодня, если вы добились все-таки, что произошел либо государственный переворот, либо Майдан, революция гидности, как угодно, то есть где вы те, которые мне говорили, что чуть что, мы эту власть будем сносить? Ну, можно объективно, да, немножко на это посмотреть, типа война, да, то есть потому что в так скажем, массовое действие, да, которое будет против власти, это сразу будет на руку Кремлю. Правильно это или неправильно, но это большой вопрос, делать Майдан. Но, вот, наверное, это самый важный аргумент, да, почему нет Майдана. Я думаю, что если будет мир, то есть если будет перемирие, остановка огня, то могут, я не за них, я никогда не выступал за незаконное свержение власти, но могут начаться волнения среди военных и вопросы появляться к Зеленскому. Но, и все-таки, если эти опросы правдивы, вот там, где 73% поддерживают Зеленского, то действительно вопросы, большие к интеллекту нашего народа. Сейчас не хочу никого обидеть, я сказал если это правда, потому что как можно, даже начиная с того, что обещал Зеленский и что сегодня по факту есть, что он, то есть вот до и после, и это все люди забывают. Либо я могу это объяснить еще следующим образом, просто до войны большинство украинцев, подавляющее большинство не интересовалось политикой. Такие каналы, как Ладшин, там «Реальная война», это «Монако», «Батальон», «Труха», они были не очень востребованы. И после того, когда, грубо говоря, люди услышали взрывы, им стало страшно. Они начали искать, где свои.
И вот им начали показывать, где свои, то есть, да, информационно. Они начали подписываться и сели на иглу информационной пропаганды. И сегодня ей все, что происходит, объясняет вот эти вот телеграм-каналы, блогеры, да, которых не запрещают, которых не удаляют. И люди просто не способны воспринимать альтернативную точку зрения, потому что эта же пропаганда припрошила их паттерны в голове, где если они слышат только какое-то сомнение в официальной пропаганде Украины, Зеленского, сразу записывают тебе клеймо, там, да, ставят на тебя агент Кремля, зрадник, сепаратист и так дальше, там, российский нарратив. К сожалению, вот я склоняюсь к вот этому варианту, что на самом деле, ну вот те украинцы, если это правда, что 73% поддержки украинского народа у Зеленского, то это просто жертвы информационной пропаганды, которая стала следствием вторжения военной агрессии Российской Федерации в Украину. Какие-то созвучные методички и нарративы в отношении с Россией. Нам же все рассказывали рабы, да, вот это вот вы не имеете своего мнения, все россияне жертвы пропаганды, как только что-то идет поперек, сразу вот русофоб, вот там, ну и так далее, вот эти клише, да, там тоже несется и в комментариях, и везде, и люди как бы выступают. Как все перевернулось на 4-м году войны? Теперь вот получается, что украинцы такие же. Вообще такое ощущение складывается, что власть идет по стопам, но опять-таки творчески переосмыслив, да, с жадностью, с нескрываемой, ну, такой нескрываемым дефицитом ресурсов на это дело, но идет по методичкам Кремля. Вот как-то так удивительно складывается. Кто обзывается, тот сам так называется. Кто-то сказал такую фразу, не помню кто. Вот, и я это Мальчик заметил. Коля у меня в детском саде. Я помню, как сейчас. Да. Либо Вовочка. Ладно. На самом деле я это заметил, я уже как-то говорил это и повторюсь. Я это заметил еще на примере украинских звезд, когда наши звезды взывали звезд российской эстрады, лидеров мнения о том, что не молчите. Вот, и сейчас мы можем посчитать на пальцах двух рук, да, там, может, даже больше, тех российских звезд, которые пошли против путинского режима, которые уехали со страны, потеряли многие. И можем посчитать, кто на пальцах, не знаю, наверное, одной руки, а может, даже и не хватит. Кто из звезд украинской эстрады, либо просто, ну да, которые пошли против. И я не знаю там музыкантов, которые пошли против. И сегодня, ну вот, люди стали похожи, да не похожи, они просто проявились на самом деле. Мы становимся все более и более похожими на самом деле с Россией, только, наверное, со знаком минус уже в нашу пользу. И вот когда есть, можно такие выражения говорить, не знаю, в эфире, выражение «кастрюля», да, там, олицетворяющее человека, который так или иначе стал жертвой пропаганды марафона, пропаганды Зеленского. Или там «Ура, патриоты», Z. Так вот, для меня это одни и те же люди. При всем моей любви вообще к людям, человеколюбию там, вот это одни и те же люди, просто которые родились в той или иной точке земного шара и попали. То есть это просто люди, которые более подвластны пропаганде, и они на самом деле одинаковые. Поэтому им нужно просто посмотреть глубже друг в друга и понять, что нам не нужно воевать. Поэтому, ну, все, наверное, такая вот мысль. Вот. Я не знаю. Я считаю, что человек очень многого большого о себе мнения по поводу того, что он такой независимый и что-то решает. Потому что так или иначе на нас влияет среда, в которой мы находимся. Как, ну, общение, с которым у нас есть каждый день. И в целом информационная повестка вокруг. Так а где свои? Свои? Хороший вопрос. Свои? Для каждого, у каждого свои. Для меня, вот меня часто спрашивают на эфирах, а ты за кого? Я говорю, ну, я украинец, я за людей наших. Вопрос, кого мы считаем нашими. Если посмотреть широко, для меня все люди братья в целом на всем мире. Существуют какие-то политические границы, умы, которые хотят войны разделять и властвовать. То есть политическая система украинская, есть российская. Да? Это глубокие вопросы, на которые я могу долго рассуждать. Но и это хороший вопрос, кто является свои. Для меня свои те, которые не разжигают войну.
Для меня свои те, которые не обзываются, ну вот, да, там хохлы, кацапы или еще чего-то. Потому что так или иначе, если вы такую риторику ведете, вы способствуете смерти людей. Потому что все начинается с мыслей, помыслов, слов, а потом и действий. Поэтому для меня лично, те люди, которые миролюбивы, которые за мир, которые не берут радикальных позиций, да, где там их нужно всех уничтожить, вот это, наверное, мои люди. И которые имеют претензию к своей власти, потому что так или иначе на сегодняшний день понятно, что у той или иной пропаганды есть свои причины, обоснования этой войны. Но мне кажется, каждый гражданин своей страны должен иметь сегодня претензию к своему политическому руководству. Как мы это допустили вообще? Как мы допустили, что брат убивает сегодня брата? Вот это, наверное, и есть мысль, где свои. Я, может, ее не до конца еще Но раскрыл, но линия раскола, вот сама по себе линия раскола, она же вот, кажется, эта борозда все глубже и глубже. Ну, вот там Одесса, сбрасывают разные местные телеграм-каналы скрины с переписками. Да, вот там, ой, а вы там маникюрный салон, а можно до вас записаться? Они пишут там, или можете вы к нам приехать, например, да, там по адресу. Я еще не ориентируюсь в Одессе, недавно приехал в Одессу. Говорит, ой, слушайте, мы не выезжаем на выезд, вот адрес в шапке профиля, будем рады, когда вас записать, отвечает на русском, ну и в ответ пошли, ах, вы там москвороты, и погнали. Школы, причем самое интересное, там, да, даже вот эта последняя история, это тоже уму непостижимо. Даже там румынские, условно, ну там населенные пункты на румынском говорят, тоже начинают слушать языкового омбудсмена Кремня, и пытаться, чтобы он не на румынском или на каком-то там суржике говорили дети, а на украинском на перемене. Ну и, в общем, это очень печально получается. Директора могут уволить только за то, что она, видите ли, как-то так вот по-другому общаются. То есть раскол уже произошел, и тут уже, как бы, наверное, несшиваемая совершенно история, потому что вот эта агрессия возникает уже не по отношению, к примеру, там, к каким-то русским, как у нас принято было говорить, хорошим или плохим, да, у нас мгм. поделили сразу. Есть хорошие русские, которые сбежали из России, есть плохие русские. Но проблема в том, что как бы для русских мы тоже точно так же не стали там хорошими те, которые сбежали из Украины, или те, которые сбежали непосредственно в Россию, тоже такое отношение. То есть по этому принципу не работает. А внутри вот эта яма. Яма, которую надо перепрыгивать. А как перепрыгивать, когда тебя как бы унижают за то, что ты вот, не переходишь на украинский язык? Настолько, на самом деле, широкий вопрос. Даже не знаю, где края у него, но давай попробую как-то ответить, потому что вопрос, что делать дальше с этой проблематикой, ну, это посттравматический синдром, наверное, войны, потому что люди воспринимают людей русскоговорящих как соучастников путинской, ну, там, СВО, так называемой, да. Ах, И, наверное, через информационную политику это должно решаться. Ну, вот как бы этот вопрос. О причинах этого, ну, просто есть, я не могу знать точно, есть ли действительно люди, которые искусственно провоцируют эту проблематику. Потому что, ну, мне очень часто начинает казаться, что это искусственный процесс, м, потому что люди умные сверху должны это пресекать. Они это не пресекают, соответственно, им это выгодно. Почему они должны это пресекать? Потому что так или иначе, язык это, я вот недавно это понял, находясь, ну, сейчас перемещаюсь по миру, что язык это действительно границы, границы между людьми. И те люди, которые ведут такую политику свыше, это понимают. Понимают, что проводят границу внутри государства, так как наше государство и русскоязычное, и украиноязычное. Там еще есть разные диалекты там на западной части Украины. Вот, соответственно, я начинаю думать, еще более склоняться, что это действительно план по разделу Украины. По разделу, то есть, который будет в будущем еще, не дай бог, проявляться. И как их решать? Ну, должна быть, на мой взгляд, жесткая позиция власти,
у нас должен признаться русский язык так как второй государственный. Я сейчас получается, толкаю нарративы Кремля. Ну, то есть, да, по поводу их требований на переговорах. Но на самом деле, чтобы не было срача, чтобы не было драк или там еще чего-то, кто куда должен уезжать. У нас нужно на законном уровне все, что говорил Зеленский. Дайте на законном уровне людям говорить на том языке, на котором они хотят. Поэтому на самом деле, чтобы у нас выйти с этого кризиса, нам нужно просто исполнить обещание Зеленского. Это парадокс, но это так. Мгм. Ну, обещания, они такие. Зеленский, он такой переменчивый парень, хоть тоже, наверное, потому что артист из шоу-бизнеса в том числе. Ситуация с блогершей Алхим, Анна Алхим, блогер из Днепра, она набирает оборот. Ну, Алхим, она там съездила, отдохнула в Париж с подружкой, тоже оттуда вела всякие стримы, там отвечала на вот эти все нападки, ее всяческим образом пытаются опять достать, зацепить, но тут пошла вообще нездоровая история, и, собственно, почему это нужно и важно проговорить. Есть такой телеграм-канал Джокер. Он как-то считался каким-то таким чем-то уникальным, когда только появился Телеграм, движение телеграм-каналов, инсайды изнутри зеленой власти, все как бы так, ой, Джокер, сейчас чего-то сольют, такое очень важное, там какие-то пару моментов, что угадали, подтверждения были. Сейчас есть уже опубличенный, кто хозяин, как есть зависимость четко от банковой. И вот там выписывается, потом понесли большие паблики-миллионники, в том числе киевские, да, о том, что как бы готовятся санкции против Алхим и таких, как Алхим. Внимание, не политических блогеров, не как вот, например, ты как исполнитель, у тебя, ну как, это вроде как творчество, да, ты перепеваешь песни, добавляешь, ну как бы новое звучание, но на политическую... Есть и авторские полностью, извиняюсь. Вот, понимаешь, в чем дело? То есть, ну, ты стал известен как вот именно перепевкой на политическую тематику, хотя ты автор и исполнитель, ты поешь о чем ты хочешь. Ну, там, как бы, да, это вот такая история. То есть абсолютно не политических блогеров, которые декларируют и демонстрируют свой там лайфстайл, позицию, ну, в общем, жизнь просто свою, кремушки, которым мажутся, или там другую какую-то утварь, да, там где-то за рекламу, где-то просто рекомендуют. В общем, люди подписываются и тянутся к этим людям, там большие охваты, просмотры, подписчики. И против нее ведут, против этих людей там есть, готовится решение о введении санкций. Но это уже, по-моему, какой-то перегиб. Хотя, по сути, скандал с Алхим вырос, яйца выеденного не стоит. Она заспевала украинскую песню, да, на дне Кристин, еще одной блогерши, и постоянно выходит с какими-то там своими мыслями или там подпевает российским треком. И то таким российским, которое там или старое, или там довоенное, или какие-то не шибко новые. Как ты видишь эту историю? Потому что это очень такая пограничная медиасфера. Мгм. Ну, смотри, Саш, я сильно не поуглублялся в сам процесс, ну, там, как там все происходило, скандала, потому что у меня сейчас свои блокировки, там, моменты. Но в целом я понимаю, о чем речь. И ноги растут еще, наверное, сейчас покажется, что тема абсолютно левая, но мне кажется, в ней есть связь. По поводу запрета каналов в Украине, санкций, которые до войны, еще до вторжения, сначала ЗИК, Ньюзван, 112, а потом и наш там перед вторжением. То есть украинцев, ведь тут важно не то, что там, что они транслировали, важно то, что их смотрели украинцы. И украинская власть говорит, не, вы тупые, вами очень легко управлять. Если вы будете это смотреть, вы не будете умными. Вот, вам нужно смотреть вот это. И таким образом, то есть они уже, в принципе, они запретили не телеканалы, они запретили тех людей, которые их смотрели. То есть вам запретили так мыслить. А есть такое выражение, если я мыслю, значит, я существую, я думаю. То есть, грубо говоря, людям, я сейчас, может быть, слишком пафосно говорю, запретили существовать. Это понятно. Но что касается, опять-таки, блогеров, вы запрещаете не блогеров, вы не запрещаете их в нарративы, вы запрещаете тех людей, которые их любят. Вы запрещаете, вот мне сносят аккаунт, да, вы запрещаете этим людям смотреть
смотреть этого человека, то есть мыслить так, как он, объединяться. И тем самым, еще раз, отвергается определенная часть украинцев. То есть вам говорят, что вы неугодны, на вас санкции. Вот у Алхим там сколько? Миллионная аудитория, по-моему, да. То есть все, санкции. И что это, если не раскол, опять-таки, украинского общества? И эту политику проводит Зеленский. Для чего? Для того, чтобы отделить свой чужой, сплотить вокруг себя своих, и все, и отделиться. Так Украина, она какая? Вот такая вот Зеленского или больше? Вот насколько широкая мысль и политика информационная, в том числе государственных служащих, да, то есть правителей, менеджеров, настолько у нас и территория. Вот чем она уже становится культурно, да, когда мы отменяем культуру там российскую, отказываемся от правопреемничества Великой Победы, мы отказываемся от языка, что он русский, хотя, ну, Киевская Русь. Еще раз, знаешь, Саш, ты сказал русский. Мне часто говорят, ты русский. Для меня есть украинцы, белорусы, россияне. Это русские люди. Я понимаю, что сейчас, может, на меня санкции тоже полетят. Но я так считаю. Потому что, ну, Киев, мать городов русских, да. То есть отсюда. И еще раз, повторюсь, точку поставлю. Проводя такую политику с блогерами, с публичными деятелями, за которыми идут украинцы, которые так или иначе поддерживают это мнение, они раскалывают Украину, делают ее меньше, делают ее слабее, но делают себя сильнее, так как собирают вокруг себя однодумцев, да, как-то так. Однодумцев, и чаще всего это, кстати, агрессивных однодумцев, радикальных. Самая, ну, такая, там на самом деле их было много, да, ну, сейчас, как это, по соцсетям твоим не отследишь, но самая такая волна достаточно высокая, она, наверное, впереди, по крайней мере, все люди, которые тебя поддерживают, тебе этого желают, но самая высокая пока на данный момент это вот тема ТЦК. Песня «ТЦКшник» и, собственно, история вокруг этого. Такое ощущение складывается, что вот уже там депутаты начинают прозревать, там некоторые делают резкие заявления о том, что повязана коррупция, 2 миллиарда евро, там один из слуг народа депутатов говорит, в год составляет вот этот объем денег, поэтому нужно что? Реформу правоохранительной системе. Как только деньги приходят куда-то, в какое-то место, сразу включаются депутаты и давай реформу проводить. Но по сути это же проблема не только, скажем так, правоохранителей или какой-то системы. Это проблема тоже и человеческая. Потому что, вот, например, история ну, там, на выходных распространили, когда там, человек бьет, ну, скажем, просто при проверке документов, да, ну, другого человека. Потом немножко раскопали, увидели, кто этот человек, там, Лис, у него там кличка, он тоже был из тетушек, потом, ну, тоже имеется в виду, потому что тебя называли, да, вот это, Окей. тетушкой. Тоже лис, да? Ага. Тоже лис, тоже вот. То есть вот он Окей. конкретно, да, конкретно, то есть прям антимайдан ему платили, он там как-то, да, участвовал. Раскопали всю подноготную, как ездил в Белгород, работал на хлебзаводе или на каком-то заводе, работал охранником, потом служил, не служил, но попал в ТЦК, и он просто его ударил. За этого молодого человека вступился мэр Терехов, потому что понимает уровень, ну, скажем так, провала. Терехов тоже выступает за то, что нельзя беспредельничать. Депутаты начали выступать, что нельзя беспредельничать. А что за парень? А парень учитель в школе, классный руководитель 8 класса. Да, то есть все ученики, вся школа, все вот они смогли увидеть, вся страна увидела это видео. И ты понимаешь, какая вот интересная история произошла? Вроде бы эпизод абсолютно, да, ну, из ряда вон, но он же должен заставить переосмыслить тему произвола ТЦК. Ну вот абсолютно по-другому к ней отнестись, не закрывать глаза, не говорить, это ловят там тех, кто в розыске, нарушителей там, ну да, жестко, ну ничего страшного, меня ж не трогают, значит вот, у того проблемы какие-то. А вот после этой истории что-то же должно поменяться.
Но вместе с этим нам параллельно рассказывают, что все пойдут служить, все должны, все пойдут, все должны идти, детям в школе, в тех же школах там с 1 сентября ведут там военную подготовку, на дронах будут учить летать и так далее, и так далее, и так далее. И идет накачка того, что мы будем воевать и дальше. Что думаешь по поводу этой истории? Насколько вот такие моменты, вспышки, да, могут стать вот той искрой, из которой там разгорится пламя, например, общественного осуждения и подавления вот этого произвола ТЦК? Саша, общественное осуждение уже давно существует. Я стал отчасти его проявителем, потому что когда вот выходит гимн этого всего мракобесия, не побоюсь этого слова, и мы видим, как он становится популярным, не потому что все защищают ТЦКшников, а потому что все понимают, что это правда. По поводу того, что, ну, еще раз говорю, политика власти, которая говорит, что детей нужно уже обучать, это понятно, потому что вот оно, ну, это объяснение, почему это исходит из предыдущего моего ответа. Исходя из того, что власть понимает, что ей нужно укрепляться, вот эти вот люди, которые сегодня во главе, как-то зацепиться, остаться в будущем. И нам нужно однодумцы, да, которые будут так или иначе в будущем защищать нашу власть. Но по поводу ТЦКшников, все это замечают, притом во всем мире, мне так кажется. Просто вопрос, выгодно ли сегодня на этом делать акцент или нет. Мы видим, как хозяин в Белом доме поменялся, и там уже начали что-то замечать. Начали, что людей на улице крадут. Уже пошли разговоры об этом. До этого почему-то этого не замечали. И в Европе это тоже нужные люди, там все разведки мира, там они это все замечают. Это невозможно не заметить. И ты говоришь о крайней точке. Ну, то есть я не знаю, какое количество точно этих уже видеороликов есть в Ютубе. Ой, в Ютубе, вообще в социальных сетях, в телеграмах, в интернете, где избивают, похищают людей, где людей закрывают, травят газом, где это все есть. Какая реакция? Кто будет? Кто будет выходить? Кто будет? Женщины? Ну, на них есть надежда, но опять-таки, это сразу станут люди, которые работают на руку Кремлю, потому что вы таким образом на часе там расхитываете нашу краину, да. Вот, информационная машина Зеленская его и съест изнутри. Там ручные военные сразу подавят это все, и там полицейские. Как это сделать? И, грубо говоря, если я сейчас буду рассуждать, как это сделать, я буду так или иначе говорить о каких-то там подрыве там государственного там строя или там, может, еще буду призывать к государственному перевороту. То есть я не верю, что что-то может пробудить народ вот сегодня. Они могут говорить об этом важно говорить, об этом важно говорить. И это через время в любом случае аукнется им. Только вопрос, через какое время. Я думаю, что когда наступит перемирие, то вернутся те, которых насильно бузифицировали. Вот, и политики, депутаты так или иначе начнут подстраиваться под них, так как и начнут проводить показательные меры. То есть какие-то люди будут притянуты к ответственности, с теми даже на самом деле, кто с ними делился, заносил наверх. Будут возбуждаться криминальные дела. Не дай бог, где-то будет самосуд, но я думаю, что это неизбежно. Увы, чего бы я не хотел, акцент на этом хочу и не призываю к этому. Вот, ну, как-то так. Просто в таком случае возникает справедливый вопрос. Ну вот там, например, выходит очень, кстати, патриотичный Сергей Жадан, да, ветеран, в кавычках, ВСУ, там, служит на армии ФМ, писатель, ведущий, да, на радио, лифтер, вот. Он пишет, что армия – это не погребельная яма, а большой социальный лифт. Лифт. То есть молодежи показывают, сколько они могут съесть роллов на 1 000 000 контракта. Вот Жадан, который такой весь бравый, но он где-то
ездит, да, там, передвижная студия или там централизованная на армии ФМ, там, как бы, да. Вот, то есть мы видим, что э, абсолютно другая история декларируется государством. Так, а социальный лифт, получается, по этому лифту ты поднимаешься по этажам суши. Ну, или, например, там, время просмотра Netflix, или каких-то там, я не знаю, еще каких-то плюшек, или чтобы просто девки любили. То есть параллельно с этим у нас идет вот такой какой-то абсолютно детский такой, инфантильный, идиотский даже пропагандистский тренд. Откуда он взялся? Кто за это платит? Саш, знаешь, мне даже слезы, наверное, пойдут, потому что я когда увидел эти все Нетфликсы, я не мог поверить, думал, это, ну, российское ИПСО, да, там. Ну, просто реально украинцев считают вот эти вот люди, которые сделали карьеру на тем, что манипулировали всю жизнь на эмоциях, да, там Зеленский и компания, они реально считают людей за идиотов, которых можно вот так вот легко заманить. Не, может быть, и ведутся, я не знаю. Но мне кажется, что как бы когда человек оценивает свою жизнь, или я посмотрю, то есть, грубо говоря, хлеба и зрелищ, да, вот чем они заманивают людей. Хлеба и зрелищ, то Суши есть и суши, зрелищ. да, и Netflix. Вот на самом деле они вот так и мыслят о народе. И я не знаю, я сужу по себе. Мне кажется, что это, ну, на это люди не поведутся. То есть я так понимаю, это мотивационная программа, да, для населения Украины, Ну, не для всех, для граждан. 18-24, для Да, молодежи. 18-4, да, то есть, ну, я не знаю, это очередной плювок, не знаю, вот в оценку вообще интеллекта наших людей. И я не знаю статистику, может, ты знаешь, там, как идут ли на эти рекламные 500 ролики там. человек, 500 с копейками, это по состоянию на последнее время, где-то я встречал эту цифру, пришли вот именно по контракту 500 с чем-то. За какой промежуток? Ну, это началось в марте. Мгм. Ну, слава богу, я думаю, их больше все-таки. Ну как, я не то, что слава богу, я в плане, что, ну, это надо быть, я не знаю. То есть, не, ну, деньги хорошо, но ты за эти деньги себе не купишь здоровье и жизнь, я не знаю, и то. Да нет, здесь Образование, просто, здесь да. просто унижают, ну, как бы саму страну. То есть, вроде как ты молодой, мы тебе дадим все перспективы, тебе жить в этой стране, у тебя будут родятся дети, внуки, поэтому иди защити, вот у тебя льготы, ипотека, вот это все, вузы бесплатные там и так далее. Ну, если выживешь, да, еще какие-то деньги дадим, а не суши. То есть, тут момент другой, то есть все взывают к какому-то патриотизму, да, а к людям, к молодым людям, ради которых в том числе, да, вот эта независимость или вот эти все штампы пропагандистские, их считают за планктон, который должен умереть за бургеры, за суши и за какую-то там остальную там непонятную любовь. Ну, власть поняла, что она уже проиграла вот эту вот пропагандистскую, патриотическую историю, да, как-то, когда уже можно на патриотизме, на что захищает и там батькивщину и все остальное. Ну, то есть, поэтому они пытаются нажать на болевые точки народа, чего хочет народ, чего хочет молодежь. Но опять-таки, ты правильно говоришь, я просто не знаю, знаешь, что здесь добавить. Вот у меня на самом деле просто, ну, обнять и плакать, и то. Я не знаю, как правильно сказать, но я не верю, что это вот они действительно думают, что мы сейчас вам роллы, да, а вы пойдете в окоп. Вот, и мы вам фильм, а вы в окоп. Ну, вот такое вот будущее вам. Вы будете жрать роллы и смотреть Netflix, да? Вот, и вот это называется Украина. Ну да, там понятно, что там еще образование. Ну, в принципе, государство и так должно это обеспечивать. Ну, нормальное, как бы, и ипотеку, и все остальное. Но нас, грубо говоря, забрали все это. А теперь за то, что мы должны отдать свою жизнь, поставить или статься калекой, мы должны идти для того, чтобы кушать роллы, смотреть фильмы, брать ипотеки. Ну, о чем это? Я не знаю, что здесь добавить. Это антипатриотизм. Политика государства. Вот я еще сейчас затрону тему, да, коротко, то, что я хотел, наверное, сказать. Это еще с 2014 года подмена понятий произошла.
все то, что на самом деле проукраинское, вот как я сказал, да, в этом эфире по поводу того, что нужно вторым языком сделать русский язык с учетом реалий вот, в нашей стране. Это является пророссийским. На мой взгляд, это все проукраинским. А все, что антиукраинское, называется проукраинским. Так вот, если та политика, которая ведется после Майдана, является проукраинской, почему мы так живем? Почему у нас война, демографический кризис, зависимая экономика и вообще вот, ну, вот, потерянная территория? Понятно, во всем, да, типа вот Россия, да. Нас какая политика? Ну вот, то есть как бы если это проукраинская риторика, если все средства массовой информации, которые уже США подтвердила, ну не все, но многие, спонсировались извне, то есть США, из USAID я имею в виду. Какая это проукраинская политика? Это не проукраинская риторика в СМИ, не проукраинская политика. Это все направлено на раскол украинского государства. И вот эти вот роллы, вот эти Нетфликсы — это только продолжение деструктивной политики Зеленского. Ну и в целом постмайдановской. Потому Что, что Зеленский... Да, извиняюсь. да, что с творчеством? На данный момент есть одна песня, работаю, но я сейчас больше же говорю, начала заниматься Ютубом, но так как я его уже зарекламировал у тебя, то его могут опять схлопнуть. Вот. Ну, не в том плане, что ты там, а в плане того, что это уже публично как-то освещено. Вот сейчас разговорные видео выпускаю, но по музыке был прям прорыв, вот ты правильно заметил, пик ТЦКшник, потом похеру, из интервью Зеленского. Песня очень завирусилась. То есть там еще потом, то есть, грубо говоря, я с декабря по февраль выпустил, с декабря по февраль выпустил 12 треков, сам их записал, свел, выпустил. Короче, полностью продакшн на мне. И я немножко сейчас уже подустал, но есть сейчас, я говорю, песни, да, которые пока нахожусь в творческом поиске, можно так сказать. Хотя на самом деле наша украинская власть не дает скучать. Поэтому скоро выйдет трек, буквально через 3, с блогершей нашей, Женя Вильна, которые тоже вот недавно снесли 3, три Инстаграма, вот, 1 ТикТок. Мне 14 снесли ТикТоков, 5 Ютубов и 3 Инстаграма. Вот, ну, так вот как-то так. Вопрос был о том, что с творчеством. Вот я, в принципе, ответил, что с нас с Женей выйдет через недельки 3-4 песни про то, что Украина йде в Европу. Там тоже на соавторстве будет наш любимый президент Владимир Александрович Зеленский. Мгм. Ну и финальный вопрос нашей сегодняшней встречи, я считаю важный, такой глубокий. А вообще украинцы к миру готовы? Хороший вопрос, потому что вообще хороший. Ну, потому что те, которые за границей, те, которые на пособиях, которые имеют выгоды из этого, чтобы не возвращаться, они могут и не хотеть этого мира. Где-то не признаваться в этом, но не хотеть на самом деле. Власти внутри есть люди, которые кормятся, да, с этой войны, богатеют и понимают, что остановка войны, мир проявит все их темные дела. Те люди, которые находятся дома, сидят, не выходят, а их женщины ездят в машинах и ходят на работу, вот они, наверное, очень хотят мира. Те, которые не могут выбраться за границу и так дальше. Вот, наверное, эти люди хотят. Поэтому сказать, что все, нет. Но какой-то процент украинцев точно. И вопрос, да, готовы ли они к тому, что нас ждет после войны? Вот эти вот разговоры, я не могу материться, там есть я воевав, выражения, то есть которые придут с фронта и начнут качать. Хотя большинство людей, которые на нуле, которые на фронте, мне человек, который принимает так или иначе участие в боевых действиях на стороне Украины, говорит, что на самом деле большинство тех, кто на нулях, никогда не будет вот этих претензий, где ты там был. Это в основном тыловые, которые имеют, ну, вот это вот мания величия, они потом будут предъявлять претензии. Где ты был, и я воевал, и все остальное. То есть большинство все-таки адекват. Потом начнутся разговоры вот это про державную, недержавную. Это начнет триггерить тех, кто воевал за Украину, и говоря при этом на русском языке. Их будет это очень, сказать, обижать. Потом могут начаться такие процессы, где мы можем позавидовать еще, конечно, это неправильно сказано, но что не позавидовать, но поймем, что
времена военные были лучше, чем поствоенные. Я надеюсь все-таки, что все будет хорошо в Украине. Я просто рассуждаю о том, что будет после, и готовы ли к этому украинцы — вопрос. Юрий Лисовский был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, пожалуйста. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Ну и, конечно, увидимся. Всем добра и света. До скорого.